Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Виктория Андерсон, я специалист позитивной психологии, женский коуч, основатель школы осознанного питания Nordic Balance и также диетолог. Сегодня я бы хотела с вами поговорить об эмоциональном переедании, или, как его еще можно назвать, привычке заедать эмоции. Как вы все понимаете, ключевое слово предложение – это привычки. Ну а привычки, они создаются не за один день, не за неделю, не за месяц, а они создаются годами. И подсознание наше до сих пор помнит, как наши бабушки, дедушки, мамы, папы утешали нас или же наоборот вознаграждали нас за какие-то наши маленькие детские победы печеньками, конфетами, пирожными, пирожками, в общем, всякими вкусняшками. И таким образом наше подсознание как бы зафиксировало логическую цепь таких понятий, как огорчение, слезы, еда, или же наоборот, радость, награда, еда. И мы все с вами это помним, и в случае, если у нас хорошее очень настроение или наоборот очень плохое, мы с вами начинаем заедать свои эмоции. К сожалению, существует очень большое количество людей, которые попадают в такую некую цикличность. Сначала у них плохое настроение, потом они переели, потом они подумали, сказали себе, что все уже все равно сорвались, а можно еще раз поесть. И таким образом они попадают в такой как бы замкнутый круг, из которого очень и очень тяжело выйти. Так что, пожалуйста, следите за собой, чтобы вы не попали в такую вот цикличность, иначе из нее будет выбраться очень и очень нелегко. Итак, привычки складывались годами. А для того, чтобы их как-то проработать и перейти от не очень хороших привычек к хорошим, должна быть произведена большая внутренняя работа, и на это уйдет, конечно же, какое-то время. Так что будьте к этому готовы, пожалуйста. Мы все с вами бываем иногда в плохом настроении, иногда мы испытываем чувство обиды, одиночества, горечи какой-то. И, естественно, не всегда нам хочется с вами эти эмоции как бы выложить на показ, что ли. Не хотим мы быть обузой для наших родных, близких или друзей, не хотим казаться нытиками, но выход этим всем эмоциям просто необходим, иначе мы просто сойдем с ума, да. И когда мы решаем или принимаем решение все это держать у себя внутри, а выход, как я уже сказала, должен быть, самый простой и легкий образ себя утешить – это, естественно, еда. Это настолько просто – подойти к холодильнику и скушать что-нибудь вкусненькое, и на душе вроде как станет полегче, и жизнь будет казаться получше на какое-то время. Но в скорости, когда вы уже настолько сильно насытитесь, потому как когда мы переедаем, у нас чувство насыщенности тоже не приходит так быстро. Мы останавливаемся порой лишь тогда, когда мы уже чувствуем боль в желудке. И вот именно в этот момент, когда мы уже понимаем, что мы сделали что-то не так, сразу же приходит чувство вины. Мы начинаем себя корить за то, что мы переели, за то, что мы нанесли, может быть, урон нашему здоровью, за то, что мы потратили много денег на купленные продукты, совершенно нехорошие продукты, не полезные. Как знаете, мы когда заедаем стресс, то это не брокколи и не цветная капуста. Это, как правило, какие-то, опять же, вкусняшки, это какие-то легкие углеводы, которые нам вовсе не всегда нужны или вообще не нужны. Вот, задаемся множеством вопросов, как и что, но все это получается лишь из-за того, что негативные эмоции приводят к ощущению некой такой пустоты, а еда, она восполняет как бы вот это ложное чувство, которое мы можем назвать как наполненность и нашу какую-то цельность. Так вот, когда
вас захлестнут в следующий раз такие эмоции, когда вам захочется покушать, а вы на самом деле уже не голодны, попробуйте отвлечься буквально на какое-то время. Пройдитесь по квартире, позвоните друзьям, поболтайте с кем-то по телефону. Или же вы можете также взять, к примеру, фотографии старые, посмотреть и найти одну из них, где вы выглядели немножко стройнее и где вы сами себе нравитесь. Возьмите эту фотографию. Кстати, она может быть великолепным стимулом и мотивацией для вашей новой жизни, стройности. Что я еще могу вам посоветовать, когда у вас будет такой как бы приступ, при котором вам захочется вернуться в старую жизнь или же к этому ритуалу переедания? Вы можете отойти от своей тарелки на 5 минут. Это не всегда бывает просто, но хотя бы на минуту попробуйте договориться сами с собой, отойти от этой тарелки и отвлекитесь на что-то другое. После того, как вы вернетесь, может быть, вам и не захочется кушать. Ну, а если вы по-прежнему как бы подвергнетесь этому соблазну, то вы уже все-таки подумали, почему это случилось и с чем это связано. И в следующий раз вам это поможет, и вы, может быть, этого не сделаете еще раз. Ну, что еще могу сказать про эмоциональное переедание? Это некая защита нашей психики, которая не позволила нам получить какое-то психическое расстройство при стрессе определенном. И поэтому можно сказать нашей психике и нам самим большое спасибо за то, что ты нас выручала на протяжении какого-то времени, но, как вы теперь понимаете, этот способ вам не подходит и ничего хорошего вам не принес, никакой пользы. Попробуйте договориться сами с собой, и вам станет гораздо легче. Ну и напоследок я бы вам еще посоветовала в следующий раз, когда вы ощутите такое желание покушать что-нибудь вредненькое, возьмите лист бумаги, сядьте и напишите пару вопросов. Зачем я это делаю и почему? И постарайтесь ответить на них. И к чему вас приведет это регулярное, к примеру, переедание, заедание ваших каких-то эмоций. И сделайте некую такую как бы самооценку, самоанализ. И поверьте мне, когда вы все напишете и ответите на эти вопросы, вам станет гораздо легче, и это будет вашим первым шагом в вашу новую здоровую жизнь. Именно этим мы и занимаемся в моей школе осознанного питания Nordic Balance, где мы учимся перепрограммировать себя, где мы учимся переделывать наше пищевое сознание, сценарии, где мы прорабатываем наши какие-то эмоциональные пищевые зависимости. И в конце концов мы начинаем питаться красиво, правильно и при этом стройнеем на 200 грамм каждый день. Большое вам спасибо за то, что вы были со мной сегодня. Мне очень приятно, если вы выслушали мое видео до конца. Если оно вам понравилось, пожалуйста, лайкайте. Приходите в мою группу на Фейсбуке, которая называется Nordic Balance. Также можете посетить мою страницу с отзывами всех моих клиентов или части клиентов, потому как места там не так много. Прочитайте их и можете прямо через мою страницу нажать на значок Facebook, и таким образом вы попадете в мою группу, в которой я выкладываю множество полезных, вкусных и легких рецептов, которые вы можете кушать как сами, так и со всей семьей. И благодаря этим рецептам будете только оздоравливаться, стройнеть и красиветь. Еще раз вам спасибо большое, что вы были со мной. И я вам желаю всего доброго, с наилучшими пожеланиями и любовью. Ваша Виктория. Пока.